Дорогие друзья, всем привет из Финляндии. Хотела я вам рассказать о своей поездке в Амстердам, но на сердце совсем другие дела. Поэтому расскажу, что же здесь у нас волнует население. Во-первых, я вам рассказывала про одного финского депутата, господина Тиму Ворнанен, который наверняка в очень трезвом виде устроил стрельбу перед ночным клубом и говорил, что на работу в парламент он с оружием не приходил. Бывший полицейский, кто не видел видео, посмотрите. Он тогда говорил, что на работу в парламент он пистолет не приносил. Однако сейчас началось расследование, и теперь он говорит, ну да, приносил в парламент пистолет, но только 2 раза. Ну, 1 раз не в счет, ну 2 раза, ладно, 2 раза тоже не в счет. Естественно, депутаты, им что-то не понравилось такое, что приходят с оружием в парламент. Служба безопасности об этом ничего не знает. Мало ли что там ему, этому господину, в голову взбредет. И теперь депутаты озаботились своей безопасностью и, по всей видимости, подадут заявление в полицию на депутата с просьбой расследовать все эти безобразия. В общем, вы видите, какой клубок. Депутат парламента, бывший полицейский, с табельным оружием, которое он должен был сдать, однако он с ним гуляет в парламент, в баре, устраивает перестрелки, и вообще непонятно, что творится. Это первое интересное дело. Дальше переходим к нашей любимой теме – беженцы и беженцы. Наконец, в Финляндии принят спорный закон о выдворении. Это значит, что в случае очередного наплыва беженцев со стороны России, как это было в 2015 году, когда вдруг со стороны России хлынули потоки беженцев безо всяких документов. Здрасте, мы беженцы. Вот теперь часть их будут сразу выталкивать обратно в Россию. Часть какая-то может успеть подать заявление, но их могут рассмотреть экспресс на месте, экспресс-рассмотрение, и тоже отправлять назад в Россию без права на обжалование. То есть апелляции теперь не подать. Раньше все эти беженцы могли обжаловать эти все решения по сотни раз, это все длилось годами. Теперь этому будет положен конец. И вообще слухи ходят, что надо бы их как-то не пускать гулять беженцев по стране, а поселить их в прикрытом таком месте, где они не могут разбегаться, и там на месте рассматривать их заявления. Закон вступил в действие 22 июля, но граница остается по-прежнему закрытой. И когда ее откроют, неизвестно. Закон есть, граница на замке. Этот закон чрезвычайный, он будет действовать пока в течение года. Что меня здесь очень умиляло, когда рассматривался закон, диким голосом верещали социал-демократы. Этот закон принимать нельзя. Этот закон нарушает права человека. В правовом государстве, таком как Финляндии, этого допустить нельзя. И я вспомнила, когда был ковид и эпидемия, закрыли столичный регион и никого не пускали ни на въезд, ни на выезд. И социал-демократы, они как-то за права человека совсем не волновались. Так что в Финляндии что, здесь не человеки живут, а человеки, они только те, которые за границей едут, и о их правах нужно заботиться. Ну и живу я долго, память у меня хорошая. И я помню еще случай в 1994 году, когда в России обстановка была очень нестабильная, то в Финляндии опасались, что со стороны России могут хлынуть потоки беженцев, сотни, десятки тысяч, может быть, даже миллионов беженцев. Что будем делать? И тогда в телевизионных дебатах кандидат в президенты господин Ахтисари заявил, что он готов сдерживать беженцев, применяя оружие. Ну, стрелять будем. Andra kuppen i Moskva.
вдруг они такие все: права человека, права человека. Если бы россияне сюда вдруг начали идти, всех бы перестреляли. И что вы думаете? Этого господина Ахтисари, его избрали президентом. Он единственный из 3 претендентов говорил, что беженцы в случае чего будем останавливать силой оружия. И его финны выбрали. Так что мотайте на ум. Добрые-добрые, 2 пишем, 3 на ум пошло. Далее этот господин Ахтисари, он вообще был такой интересный человек. Потом он, кстати, стал таким голубем мира и получил даже Нобелевскую премию мира. Так вот, когда он еще был просто чиновником, он был послом в какой-то там африканской стране, не помню. И он окружил себя только родственники. Садовник, сват, повар, брат, еще там кто-то, уборщица, сватья и так далее. У него там были все его родственники. Но потом он, когда был президентом и вдруг поехал в Югославии, мир там устанавливает, и такой голубь мира, черт колченогий. В общем, дали ему премию, Нобелевскую премию мира. И журналисты спрашивают: господин, а я не помню, президент он тогда, ну, предположим, он тогда был господин президент, как вы собираетесь потратить Нобелевскую премию? Вот в других странах президенты, когда получают Нобелевскую премию мира, они тратят на благотворительность, устраивают какие-то фонды. А куда вы потратите свои деньги? На что Ахтисари сказал: а ваше какое дело до моих денег? Свои считайте. Он был очень недоволен. В общем, вы видите, какой здесь у нас, какие депутаты и какие президенты. Делайте выводы. Далее. На данный момент в Финляндии поданы 714 заявлений от россиян. Заявления просителей убежища. Финляндия всегда с большой настороженностью относилась к любым просителям убежища со стороны России. А теперь, когда еще и такая политическая ситуация, когда вдруг страны стали, ну, явно диаметрально противоположно направленными, то, несмотря на то, что граница уже закрыта вроде бы в течение года, движения на границе нет на сухопутной, в этом году выслали, экстрадировали в Россию 46 человек, из которых 30 человек мужчины. Я знаю, что есть просители убежища, представители ЛГБТ. И я читала, что 2 женщины с ребенком из Питера, они просили в Финляндии убежище, и им отказали. Я знаю, что они подавали апелляцию, чем это дело кончилось, не знаю, но, к сожалению, я не уверена, что ЛГБТ получит положительное решение в Финляндии. Должны быть какие-то из ряда вон обстоятельства, чтобы россиянин получил убежище в Финляндии. Это понятно. А что с украинцами? Украинцев в Финляндии на данный момент 70 тысяч человек, из которых трудоустроились меньше 15%. И если, дорогие украинцы, вы думаете, что эти европейские каникулы продлятся бесконечно, нет, все хорошее кончается. Я не знаю, чем закончится ваше пребывание, но я вам расскажу, чем уже пребывания здесь кончались. Здесь была семья украинцев, которые уже и на работу устроились, пара, и ребенок в школу ходил. Их выперли. Это там обсуждалось в газетах, писались апелляции. Их выперли, и все, несмотря ни на какое, что они интегрировались, они язык учили, все, выперли. Потом здесь была такая у нас бабушка Ирина Антонова. У нее дочь жила в Финляндии в течение 20 лет. Дочь была замужем, работала, платила налоги и хотела привезти в Финляндию свою 82-летнюю мать. Так вот, финны никак этой бабке не разрешали остаться в Финляндии. Причем это, я не знаю, какие нужно иметь нервы, чтобы все это выдержать. Значит, заявление. Вам вид на жительство не дается, мы вас
экстрадируем. Они брали эту бабку в кресле качалки, не в кресле качалки, в инвалидном кресле, усаживали в эту скорую помощь, привозили к границе. Там стоят, значит, журналисты, и вдруг приходит ну ладно, пересмотр дела. Ее опять возили. Дочь с мужем подали, пожаловались в ЕСПЧ. ЕСПЧ сказала, что-то вы там не правы, финны. Но все равно, по-моему, это вообще даже неоднократно ее возили. То на границу привезут, то увезут, то привезут, то увезут. Этот случай получил широкую огласку. И приехал в Финляндию Путин. Что-то они там тоже кумекали. Финны все равно ей не дали остаться. Но сделали милость и поселили ее в доме престарелых, который они содержали в Ленинградской области для ингерманландцев. И они там разрешили в виде исключения бабке остаться. Так что, видите, и вообще в те времена многие, может быть, и хотели бы привести родителей или, по крайней мере, мать. И финны говорили, ой, это мы сейчас им разрешим привезти, и вдруг у нас раз тут приехали 20 тысяч бабушек, это же мы вообще по миру пойдем с протянутой рукой. И вдруг здесь такой аттракцион щедрости, который они устраивают по отношению здесь к тем же украинцам, когда украинцы приехали и дали им гарантийные письма, по которым они пошли лечиться в частной клинике. Видали в чё? То есть, если здесь гражданин живет, иди в клинику за свой счет. Либо жди, когда тебя примут в муниципальной клинике через год или через два. Или по телефону лечись. А украинцы приехали и, пожалуйста, нате, пожалуйста, гарантийное письмо. И идите, лечите в свое удовольствие. И все с большим удовольствием пользовались такой замечательной возможностью подлечиться. Но этого недостаточно. Украинцы вообще сказали, что они сюда приехали свое взять. Мне одна говорит, ты знаешь, мне сказали, что нам не все говорят, что нам положено. Ёлки-палки, им положено. Они приехали свое забрать. И на днях мне одна говорит тоже, как всегда. Ай, финны, ну они же конченые. И это не так, и то не так. Ну и чтобы ее успокоить, я говорю, ну что ты волнуешься? Война же не навечно. Скоро все поедете по домам. Ой, как она заверещала. Нет, нет, ой, ну на самом деле я никогда так хорошо не жила, как в Финляндии. И вообще я финнам очень благодарна. Однако больше со мной не здоровается. Ну, так вот, я не знаю, вы решаете сами, дорогие все друзья украинцы. Но я подозреваю, что те, кто не устроится на работу, они поедут домой. Так что не теряйте времени. Идите на работу. И не надо говорить, ой, ну что ж, я там пойду метлой махать, что ли? Ну хорошо, иди устройся в финский банк главным экономистом, не обязательно метлой махать, потому что мне такие утверждения, ну какую-нибудь там работу дадут, метлой махать. Мне это говорит женщина, которая не умеет пользоваться даже смартфоном. Она компьютера в глаза не видела, и вдруг у нее здесь такие запросы. Поумерьте пыло и устраивайтесь на работу. Все, кто устроится на работу и может себя прокормить, все добро пожаловать. А все, кому здесь то не то и то не так, война не вечная. Скоро все поедете по домам. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание. Всем хорошего дня и до новых встреч. Всем пока!